Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк, школа боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем, как хорошо научиться делать защиту от высоких ударов ногами, а именно ловушки ног с последующим броском. Сейчас вы увидите, как спортсмены-профессионалы делают эту технику. Все удары, которые идут выше пояса. Потому что удары до уровня пояса мы будем блокировать ногами. А те, которые уже выше пояса, мы ловим руками и делаем бросок. Итак, схема такая. Какой бы удар ни шел, мы делаем ловушечку и уже с последующим броском. Как делается ловушка? Ловушка включает в себя два таких этапа. Первый этап — это жесткий универсальный блок, который мы уже делали урок на эту тему, и с последующим уже ловлей ноги. Итак, если удар идет с левой или с правой стороны, мы делаем универсальный блок. Локоть-локоть. Отсюда, когда мы сделали блок, рука сразу же подхватывает ногу. Также с другой стороны. Блок. И еще раз. И сразу подхватываем ногу. Если удар летит прямой, мы делаем также блок. И здесь вариант, как нам удобнее. Мы можем немножечко сместиться сюда. Вот удар идет сюда. Я сместился, сделал. Или же, если удар летит так, я могу сместиться немножечко сюда. Вот так приблизительно работа осуществляется руками. И дальше, после того, как мы сделали удар, после того, как мы сделали ловушку, моя задача прижаться к ноге, там поближе сюда, немножко приподнимая ее, я делаю высекание. И уже идет падение. Универсальный блок плюс подхват. Один раз удар я сделал, один раз удар партнер сделал. Делаем сначала не быстро, а потом по мере освоения навыка этого можно увеличивать скорость. Итак, партнер бьет. Я. Второе упражнение. Также по очереди. Одиночные делаем удары, но сейчас только уже прямые. Так бьем. Вот такие удары. Пробуем делать немножко смещения и ловушку. Поехали. Вот удар поднимается на защиту, а потом подхват идет. Поехали. Сейчас меняем руки. Если у меня была правая здесь возле головы, то сейчас будет левая на защите, а правая на подхватах. Пробуем. Следующий этап. Можно по ходу менять руки. То левая, то правая. То есть смена рук и разные удары. Скорость комфортная для вас, потихоньку наращиваем. После хорошей отработки техники ловушек руками ног, мы после ловушки сразу же двигаемся на партнера. Или же, когда споймали, тянем его в пустоту на падение. Итак, смотрим сейчас вариант такой, вариант такой. Пробуем. Это я двигался вперед. Как бы немножечко втягиваешь его. Пошел на партнера. После хорошей отработки
и постановки техники ловушек руками мы уже будем делать сейчас подбив, подцеп, бросок. Пробуем. Следующее упражнение. Партнер не просто бьет так, чтобы я поймал, а задача ударить так быстро ногой, чтобы успеть ее забрать. То есть я бью и убираю ногу, а партнер должен успеть ее поймать. Итак, пробуем, работаем сейчас раз один, раз другой. По очереди один удар, одна ловушка, плюс бросок. То есть иногда бывает, что не успеваешь поймать ногу. И заключительный этап — это уже работа руки, ноги. Но приоритет отдается работе ногами и ловушке. То есть такой себе учебный бой. Итак, ошибка первая. Когда делаем ловушку, то часто бывает такое, что рука уходит от головы. Итак, когда бьют, бей. Рука уходит туда, здесь открывается место для того, чтобы пробить ногой. То есть немножко сверху ударить. Поэтому рука здесь, жесткий блок, рука здесь. Пошли. Да вот. И только после того, как нога ударилась уже как бы в руки, вы делаете подхват. Вот так надо. Ошибка вторая. Медленный подхват. Бей. Блок сделали, подхват не успевает. То есть как бы сразу делаем подхват. Следующая ошибка. Иногда делают дуо хороший, подхват хороший, но стоят на месте. Тоже ошибка. Желательно, когда сделали подхват, двигаться или вперед сразу же, или тянуть на себя. Потому что в этот момент, когда вы сделали, я делаю удар, партнер делает ловушку и стоит на месте, здесь, во-первых, у меня есть момент, могу ударять. Во-вторых, могу пробовать уже делать какие-то зацепы, чтобы меня не бросили. И мне удобно. То есть есть возможность для противника какие-то действия делать. Но если вы делаете ловушку и сразу же входите, тогда партнер не успевает ничего сообразить, и он как бы уже падает. Следующая ошибка. Пытаться ловить ногу, когда она летит ниже пояса. Здесь немножко можно ловить все, но как бы я считаю, что немножечко лишнее движение. Здесь достаточно поставить блок и не тянуться, потому что вот это тянешься вниз, можно немножко пропустить в голову. Поэтому колено защищает до пояса, а здесь только ловушка. Вот это важно. Еще одна ошибка — это всегда пытаться споймать ногу. Иногда достаточно просто делать блок. Если нога ловится, ее ловить. Если она не ловится, например, там тяжело ловить довольно-таки прямые удары. Здесь можно просто отбить, просто уколоть локтями. Потому что легче боковые ловить. Вот прямые на защиту принимать нормально. Не пытайтесь постоянно всегда поймать ногу. Получается ловиться, не получается, отрабатывайте дальше. Еще одна очень важная ошибка в ловушках, которую часто делают спортсмены. Когда, например, меня мой партнер или противник наносит удар, вот так ловит. Или, например, в данном случае, если он бьет с правой ноги, ловит и вот отсюда наносит удар. Это очень часто такое делает. Лично я, если я вижу, что партнер делает вот такой, противник мой делает вот такую ловушку, все, следующий мой удар по-любому будет очень сильно прям в ребра. Здесь рука как раз, она-то ловит ногу, но открывает вам ребра, и это самая большая проблема. Поэтому обязательно у нас идет универсальный блок, подхват и уже там дальше бросок. То есть наносится удар, вот я принимаю с этой, вот я принимаю, и отсюда я уже могу бить, бросать, перехваты делать. Это очень важно. Так что вот это грубая ошибка считается, а вот так ловить более правильно. Преимущество этой техники главное, что вы ограничиваете технику вашего противника своими ловушками. Любой его удар, если вы будете ловить, у него пропадет желание вас бить ногами.
Это раз. Второе. Каждый ваш бросок в спорте он оценивается. В жизни он довольно-таки травмирующий, потому что когда нога вверху, здесь идет подбив, партнер довольно-таки сильно может, противник может довольно-таки сильно упасть и удариться, забиться и даже в нокдаун послать его можно. Вот. Ловушки, они дают возможность вам очень быстро входить в клинч и контрдействовать. И тоже при правильной постановке блока вы будете хорошо защищены и делать хорошие броски вот как раз с ловушками ног. Поэтому пробуйте, практикуйтесь. Техника довольно-таки интересная, применима. То есть буквально тоже там несколько тренировок, там 1, 2, 3, и вы уже можете пользоваться этими ловушками. Но хорошо отработал до автоматизма, надо на это потратить немножечко времени. Так что пробуйте, практикуйтесь. Возникшие вопросы пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями и до встречи на новых уроках.